Здесь у меня идеальные условия для съемки, свет бьет в глаза, позади меня контровый свет, и в целом смарт должен справляться, но напоминаю, что я выставил 720p. 30 FPS, потому что в 1080p он бы точно погиб. Чехол снял, кондиционер включил. Начнем. И подписывайтесь на канал с колоколом, на телегу скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Все в описании, очень даже удобно. Полный обзор на канале PolziNet у этого смартфона. Гулять с ним, как с Realme 11 Pro, я не буду. Я иногда гуляю со смартфонами 10 минут, чтобы посмотреть, сколько будет весить файл и как работает его основная камера. Плюс рассказываю вам, соответственно, об этой же железке полностью. С тех пор, как убрал музон, шум исчез. Ага, был шум. Так, тогда еще раз. Всем привет, вы на канале PolziNet. Меня зовут Саня. Здесь только быстрые обзоры PolziNet Live. Не забудьте подписаться с колоколом. Вы видите тест сейчас смартфона Poco X5. В Твиче в онлайне я стримлю 720p 30 fps, не 1080p, плюс параллельно буду играть в PUBG. Особенность этого смарта: 460 тысяч баллов в Antutu, это прям очень скромно. 120 Гц экрана, яркость 700, где-то 50 люксов. Это как у Poco F3, достаточная яркость, без автояркости даже. У экрана 120 Гц и автономность 6.41 в PC-марке, мало. Привет, да, музон, конечно, перекрывает твой голос. Да, я не буду его делать. Дмитрий Гордиенко, привет, всем привет. Напоминаю, что стримлю я все это дело в Твиче, потом выкладываю на PolziNet Live, основной канал PolziNet. Не забудьте подписаться на телегу скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, написать что-нибудь в комментах здесь, потому что такие вещи, конечно, проще где-нибудь дома в кровати за полчаса проверил автономность и все делать, но нам интересно, как смартфоны могут себя вести в более агрессивных условиях. А реально это агрессивные условия, когда ты одновременно стримишь и одновременно играешь. И молодцы, что смартфоны уже делают даже низкий ценовой сегмент, хотя, опять же, сколько он стоит, особо низким его не назвать. Но он есть в любом магазине, можно прийти, повертеть в руках, подбородок ужас. Шим в определенном сценарии присутствует. Перегрева я не наблюдал, но автономность 6.41 минимальна. В принципе, все я проговорил. Полный обзор будет на канале PolziNet. Переходим в игровой режим. Сейчас я проверю единственное, чтобы он у меня включился. Есть, включился. И пропускаем мы все дела. Гонять мы будем в PUBG стандартно. Что он у меня повис? У меня повис PUBG. Poco рулит. Ну что же за дела-то такие, а? Так, Antutu закрываем, PC-марк закрываем, YouTube закрываем. Камеру закрываем, PUBG включаем. Все, нет, все пошло. Ну а ко мне какие претензии? Еще раз повторяю, что я сейчас гонял Realme 11 Pro. Кто смотрит канал основной PolziNet. Вот, на нем будет обзор во вторник на Realme 11 Pro. А на этот аппарат будет в понедельник. Возможно, завтра для вас. Возможно, в понедельник как раз в то время, когда вы смотрите. Вроде бы все я скачал, рекомендованные ресурсы не докачались почему-то. Я не знаю почему. Графический звук высокого качества, мы как-нибудь без них переживем, да? И показываю вам графику. Настройки рекомендованные менять не буду, потому что иначе он загнется. Запоминаем проценты: 66. Герцовка максимальная. Яркость я сейчас проверю. И температуру при вас. Ну, единственное, я надеюсь, что вы мне доверяете, потому что вы это видеть не будете. 270 кандел на метр квадратный, либо... Ух ты, ничего ж себе, а почему люксов стало? Люксов стало 980. Он как-то наоборот больше, ярче стал. Что за аппарат? Poco X5, в названии я правильно указал. Пишем в комментах, как звук, цвет, блеск. Сейчас я включу, кстати, музыку, для того, чтобы не совсем скучно вам было. И буду потихонечку отвечать на ваши вопросы. Доверяем, конечно. Не, ну, если я в чем-то и буду загибать, то считайте в том, что негативный сценарий. Потому что, опять же, по автономности в Твиче... Так, все, музыка пошла. В Твиче он ест, разумеется, больше, чем если вы будете просто играть. Вот. Но тогда вы не увидите тест онлайн. Получается так. Так, что у нас из интересного? Здесь у нас все нормально. Уже начал греться, к слову, прям по ощущениям. Сейчас я проверю. 31. Нет, не сильно. Нет, это я вру. Такой интересный корпус, ощущение, как будто греется. Но вчера, допустим, 40 градусов я не заметил у Realme 11 Pro. А здесь я уже заметил 32. Как так?
Еще раз повторяюсь, кондиционер работает в помещении где-то градусов 19. Чтобы мне не писали, что вот мы все время в холоде, а почему ты в жаре тестируешь. Никакой жары. Кондишн прям лупит. Так, отключаю звуки все. И открываю Twitch. Как картинка, как звук. Я, кстати, вчера пытался сходить на 10-ю часть гонок этих. Ужасные они были. Просто ужасные. Этот Вин Дизель умирающий, 50-летний. Дмитрий, спасибо. Дотрис, привет. Кириллс, привет. Universal, привет. И вот так. Хорошо, когда телефонов просто море. Я вообще могу так стримить каждый день. У меня еще планшет этот мипадовский. Еще бы я другие игры постримил чуть-чуть. Но, так, а подождите, а секундомер-то я не включил. 65% секундомер включаю, все. Доболтался. 65, запомнили. Главное не на минимальных процентах. На минимальных он может быстрее разряжаться. Яркость максимальная, не в автомате. Так. 11 Pro Plus приехал, но он приехал чуть-чуть не сюда. У меня 11 Pro. Poco F5 будет 12 числа. Перед сейлом как раз. Мне кажется, что там должны сделать адекватный ценник, и тогда будет норм. Это как я сегодня планшет выгрузил, а у него цена нормальная только во время сейлов. Вот. И планшет сейчас стоит 23, на сейле он будет стоить 12. А с симкой планшет за 12 штук, ну вот хоть убейте меня, это нормальный вариант. Хотя я его опять же не советовал. То есть смотрите, какая, говорит, доверяю, какая подлость. Я делаю обзор, рассказываю, что я не советую, а потом на стриме говорю, блин, очуменный планшет за 12 тысяч, беги покупай, потому что за эти деньги, ну просто жир. Вот, ну так оно и есть, за 12, когда он будет 12. Я выгружаю обзор, когда он не 12, поэтому пошел он в топку, правильно? Шах и мат покемона. Так, ну что, у меня здесь будут одни боты или нет? Ваши ставки, господа. В Ясной Поляне не должны быть одни боты. А где, кстати, броня? Брони у меня нету. Я не хочу больше никого встречать пока. Без брони. Какой-либо. Там уже зарубы идут. Мне кажется, зарубы там уже идут с броней. Поэтому можно пойти и попытаться забрать. Так, стоп. Опа, вижу, клиент. Если бот, то я цепану броню. Опа. Может быть, даже и не бот был. Хотя, может, и бот. Не знаю. Ох ты, ёшки, вот это лут. Я не знаю, бот не бот, но лут вообще жир. Учитывая, что я сейчас пустой. Для меня, во всяком случае, жир. Где он, интересно, залутаться успел так? Боты пошли, да? Лутоманьяки. Будет интересно на Poco F5 глянуть. Мне тоже, и я его много с чем сравню. Скорее всего, как Poco F5 Pro я же оставил, я не стал продавать. Вот так же я планирую Poco F5 первое время не продавать, пока деньги мне особо сильно нужны не будут. Думаю, месяцок я посравниваю с чем-нибудь. Мне не интересно, он расхайпенный, это просто за эти бабки хламантин. Но это опять же мое субъективное мнение. Что там за заруб? Здесь просто какой-то лютейший заруб без меня. Хотя может и хорошо, что без меня. Ты где? Ох ты, ёшки. Может быть, бот прятаться так. Реально бот так прячется. Очень интересный бот. Не понял? Ага.
Опа! Ёшки. По ощущениям не бот. А это бот. Ох ты! Да-да-да-да-да-да-да. А, не успел. Очень грамотно меня вынесли. Значит, правильно не стал ждать. Да, правильно. Так, мне кажется, что все. Подождите, а я какой номер? Номер 4. Может, номер 3 меня и поднимет, кстати. Нет, еще не конец. Еще бегу. Бежит, точнее, тип. Может, успеет поднять. Кстати, довольно... А, он вон едет на фуникулере. Нет, он меня не будет спасать. Сбросил яркость. Яркость сброшена, яркости больше. А нет. Нет, яркость не сбросил. Прикиньте, это ощущения такие были. Ну что, троечка меня поднимет? А по ощущениям, кстати, это либо может быть просто я то, что погибаю, яркость типа уменьшается. 83. Да, типа уезжает просто без меня. Не будет он меня поднимать? Вообще яркость сбрасывается. Наверное, потому что... Все. Потому что умираешь, не надо грубить. Так, и где здесь выйти? Выход. Да, здесь по второму разу нельзя. Ладно. Что-то там мне дали. Это все не важно. Лобби. Ладно, все, теперь я знаю, что не одни боты. Что разные типы. Как микрофоны, как что? Новый пользователь чата, Чесай. Добрый. Так, все, бежим. И спотыкаемся, как говорится. Это не грубость, это сленг, так удобнее. Тесай, окей. Только ты же понимаешь, что это я на YouTube потом буду выкладывать, и мне потом вырезать эти штуки. Universal, спасибо. Потому что если посмотреть по настройке микрофона, то она здесь довольно чувствительно выставлена. Значит, микро хорошо. Ну, Дмитрий Гордиенко, учитывая, что GT5... Neo 5, точнее, стоит на Авито где-то 46 терабайтный. Я думаю, народ знает, где покупать 16.1 без 20-го бенда, но на 30 тысяч дешевле. На 33 тысячи. Просто космос, да? 46 против 79. Это еще учитывая, что в стоке они, получается, еще дешевле. То есть они делают X2 на ценник. Ну ладно, их право. Убить. Я говорю, наш российский ритейл, он думает только даже не о сиюминутной выгоде, а просто о том, чтобы, не знаю, ничего не делать, назовем это так. Дотриос, ну 40 это маловероятно, но я говорю, ну на Алишке, на Авито он 46. То есть как бы за 30к, да, 30к за 20-й бенд просто, 33. Да. Потому что я в шоке, Тесай. Яркость упала, потому что я в шоке. В шоке от происходящего. Да просто Neo 5, в принципе, старая железка, так же, как и Poco, в принципе. Когда ты покупаешь старую железку. I need consumables. I need armor. Ну, тоже игрушки позволяют, да, обучиться английскому языку довольно неплохо. Вообще, английскому языку самое, мне кажется, простое начало учебы. Это когда ты все свои девайсы на английский язык переводишь и все. Так, а что, и все? Мне нужны лекарства. А, все, я понял, я не отключил эту дикую тусовку диалогов.
Так, каска есть. Окей, хоть что-то. Ну, кто-то это купит, но таких, мне кажется, будет минимум. Ну, я куплю, кстати, GT5. GT3, когда глобалка выйдет. Но, опять же, я покупаю с промокодами. Понятно, что ну, как бы один из немногих плюсов моего телепортирующего состояния. Так, вот это вот жир. Так, и что, у меня нету даже чехла какого-нибудь поносить это все дело? Нет, у меня нету... Ну что ж за жизнь-то такая? Так, патроны мне нужны. Я выкину все вот это. И патроны мне нужны. Все, 60 нормально уже. Так, а брони обычно нету. О! Уже заруб здесь где-то. Единичка здесь. По звукам это бот. По звукам это бот воюет против другого бота. Но не факт. Потому что эта штука прилетела. И вот тут есть еще не бота. Скорее всего. Здесь где-то типов валили. Опа. Кто здесь стрелял? Так, но если он здесь стоял, то значит он кого-то стрелял. Логично предположить. И этот кто-то опять пошел сюда. На нашу ферму. Так много людей сюда побежало вообще. Кто-то там прилетел. Кто-то прибежал. Лакомый кусочек просто. Ферма лакомый кусок. Так, мне надо патроны дособирать, если они там остались. Греется аппарат? Пока нет, пока волшебен. Вот так нагнал с самого начала, да, на бедного Пока. 32. Вообще нулевой нагрев. Пока оптимизация прям шепчет. Шепчет, радует. Делает остальные неприятные вещи. Для меня. Что оптимизация пока волшебная. Это сколько уже? 12 минут. И играть приятно, тач приятный. Хотя он тоже не особо такой... Скажем так, он подтормаживает чуть-чуть. Опять же, может быть, я 720p зря выставил. Но оправдаться я хочу тем, что проц, который выбивает 460 тысяч баллов в Antutu, это вообще не топовый проц, даже близко. И мучить его, по мне, кажется неправильным. Не-не-не, чувак, я не поеду с тобой. Я пока лутаюсь. Да слышу я. Я вот на той тачке поеду. Или на той. Ну окей, да. Едем в зону. Чуть-чуть есть по бортикам. Опять же, я без чехла. Напоминаю. Опа. Куда он поехал?
на дорогу. Ну окей. Опа. А где там, кстати, тип? Кто-то же его снял. Интересно, боты вот в таком виде бывают? Как этот? Или нет? Да иди ты в топку, я уже задолбался с тобой кататься. Сейчас еще залутается первым. Нет, не залутался первым, дал мне залутаться. Окей, броня, снайперская винтовка, жизни, коллиматор, ну все. С тобой не поеду. Притом чувак забывает все время, что лучше ехать на нескольких машинах. Очень странные дела. Еще лучше бы джип было бы взять. Во. Идеальный для обстрела. О! Вот так вот прямо надо ехать к дропу. Не сомневаюсь, что я до дропа доеду первым. Что он прям совсем далеко. Но если я его вижу, технически я могу до него доехать. Просто если бы я не видел, значит бы я не мог доехать, правильно? А так как он еще летит, то может быть чисто технически. Сейчас я смогу ответить. Нет, не на максималках, на рекомендашках. На максималках я не стал гонять. Вот так. Есть. Ну вот, фактически близко, как это называется, к тому, чтобы он соприкоснулся с земли. Я подъехал. Все, что мне надо, в первую очередь, это, конечно же, броня. Ну и плюс, если есть тип какой-нибудь здесь, успеть свалить и занять точку. Может быть, кто-нибудь будет? Ага, шикарно, да? И мне нужны еще боеприпасы, и все, в принципе. Можно дальше полутаться. Еще большая карта. Но уже, кстати, народа мало осталось. Экстремально мало, я бы сказал. Не, никого не будет, мне кажется. Может, так же, как я, кто-нибудь сядет, если... Интересно. Нужен следующий. А, следующий был... Так, куда мне поехать? Наверное, в эту. В деревушку. Набивать фрагов. О, или поехать еще один дроп посмотреть. Вон еще один. Как говорится, собираю дропа. Но с той стороны уже могут быть типы. Во всяком случае, пока ты качаешь, точнее гоняешь, он
прокачивает карту. Мне кажется, что он напрягается все-таки. Может быть, прям не очень сильно, но достаточно сильно. Бенза еще есть, чтобы по карте погонять. Мне кажется, за все время игры я ни разу, вот за сколько лет, а не ни разу, один раз в десктопной версии пользовался бензином. Я даже не знаю, буду ли я пулемет менять на какую-нибудь там другую штуку, если мне что-то выпадет. Здесь уже надо проезжать. Почему нет? Аук. Болек. Аук буду менять. Прям упакован. Еще не хватает только этого маск-халата и все, да? Как микро, друзья? Что-нибудь как-нибудь отрабатывает? Завтра МИПад 6 также буду гонять. Но постараюсь в нью-стейте, а не в обычном пабге. Микро хорошо. Тесай, спасибо. Ага, я один, получается, остался, что ли? Да. Зашибись. Живо еще 29. Много живо. Живо много. Угу. Против сквадов, конечно, достаточно 3 нет бота и все. И даже какого-нибудь уровня из разряда я не знаю, куда кнопку нажать. Дукат. Отлично. Вот такой вот пока. Растопока. И... здесь пока ничего, да? Чистое поле, как говорится. Но здесь опять же никто долго не сидит. Выбросились бы они из Hospital. Hospital бы прыгнули, залутали и уже оттуда бы уже сбежали, правильно? Уже бы сбежали. Эти уже они по-любому залутали ангары. Говорю, если говорить про лут, то мне в принципе только нужен что? Ничего мне не надо. Патронов может быть чуть-чуть еще. О! Опа. А как так? Окей. Чем похож на бота? Потому что не бот бы меня уже вынес. Не бот уже имел 6 вариантов вынести меня в голову с какого-нибудь коряка. Хотя может и не бот. 416 даже. Может не бот. Я ж тоже косячу, да? Так, и что? Он залутался, я залутался. 170 патронов. Вот эта вот пушка тоже 7.3. Я не понимаю, как я не попал. То ли это баг. Потому что один раз точно должен был бы попасть. Надо пересмотреть.
Здесь, интересно, были зарубы? А не было, я же лутался тут уже. Тут все максимально демократично было. Ну, тоже определяется, если никто не дропнулся в какой-нибудь хоспитал, и здесь не все пропылесошено, то 99,9 в периоде ботов просто космос. О! Вот. А где этот пистолетик маленький? Используется. Ага. Угу. Я пока постою здесь. Дождусь. Сколько тут? 2 минуты. Через минуту поеду. Бенза чуть-чуть есть. А, кстати, я там бензу сейчас возьму. Здесь, может, он скинет этот транспорт. Правильно? Транспорт есть. Да. Ничего ж себе тут лута. Что на каком-нибудь начальном этапе. Так, а где он? Долго падает. Три раза можно попасть под раздачу, пока он сядет. Живо 11, то есть если жив один из живых сквадов, то кирдык мне. А вот если не сквады, то тогда еще можно поиграть. Давно я не катался на этой штуке, не попадались мне они. Можно, пока один тип не останется, вообще не выползать из нее. Если гранатами не закидают, то довольно сложно эту штуковину разнести. Но зато хорошо для проверки на автономность. Мы уже играем 26 минут. Ох, как тяжело ему. Пок-то молодец. 460 тысяч. Вот легкие подфризывания бывают, но мне кажется, здесь дело не в смарте. Нет, тач подзывчивости, конечно, странненькие. Все, я еду туда. Может, там зеленка будет. Если это не вода. Не вода. 9. Вероятность того, что они здесь минимальна, правда. Кто-то. Но она есть. Главное не завалиться тут. Так мучительно долго выбивал этот транспорт. О, заруба. Еще и очередями. Место встречи, как говорится. Место встречи — это всегда хорошо. Может, даже не стоит выползать. Или стоит? Нет, стоит. Стоит не выползать. Ох ты, ёшки. А он меня видит. А я его не вижу. Это плохо. Все. Вот где-то там.
Вот они. Ну и... Есть. Ничего себе, это он с такой расстояния стреляет, что ли? Не верю. Х8, что ли? Наверное, Х8. Х8. На бензина у меня хватит. Вопрос в нем. Серьезно, он надеется это раздолбить? О! У него, кстати, может получиться. Может и получиться. Я-то думал, он вообще неубиваемый, этот транспорт. Я был неправ. Раз. Два. Ох ты, ёшки. Увидел меня. Притом в тело попал. Проф. 6 живых. Так, ну я по зоне. Так, а как здесь выглядывать, кстати? Я отключил, по-моему, эти штуки. Не вижу его. Сейчас посмотрим зону. Я в зоне. Я в зоне, мне наплевать. Все. Здесь у меня половина, наверное, жизни. Наверное, поеду-ка я туда, к этому ящику. Что все побегут все равно из зданий в этот лут. О, все, мне хана. Или может быть нет? Нет, проехал. Пока нет. Здесь на пригорке самое грамотное остаться. Я так понял, здесь от сквадов каждый по одному. Во, кто-то там еще. Где там? Ух ты, ёшки. Вообще обидно. Вообще обидно. Это я запаниковал. Надо было увеличивать и стрелять. Лобби.
Позорно. Дмитрий, да нет, три рожка и все. Так, 33 минуты. Было 65%, стало 57%. Как-то мало. 8%. Так что давайте час один отыграем. Все-таки. Потому что уж ультра мало. Гипер ультра мало. Ей! Тридцать 35 минут. Уйти. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Watch out! Очень странно. А как они выпрыгнули? Ну ладно. Я до починок полечу. Я полечу до починок. Как говорится, у всех свой путь. Хотя, может, и здесь. Нет, здесь прыгну. И... Технически надо с угла и потом уже лутаться. Не, а Sony не буду покупать, я не продам его. Я говорю, я Honor не могу продать даже на 30 тысяч дешевле. То есть все, мне уже хватило этих приколюх с этими смартфонами, которые просто никому не нужны. Нужны только продавцам, чтобы их продать. То есть я понимаю, что как бы интересно, но себе же брать не будете. И вот смысл мне тоже покупать что-то, чтобы я себе не взял. И, разумеется, это и не продать потом. То есть такая история. Может быть потом, если будет прям безумное количество хайпа по поводу чего-то там. Но Sony это девайс, который никому не нужен по мне. Так, стоп. Я просто уникален. Так Ложова никто не стрелял еще. Ладно. Ко всему пристреляюсь. Хай архитектор, хай универсал. Еще раз. О, бодряк. Живем. О, слышал. Опа. Ох ты, как хорош. Хорош. Красиво меня снял. И все. Без брони-то. Вот и весь банкет. Добегался. Вопрос был в том, кто кого будет ждать, да? Нам очень жаль. Ничего не понял, но окей.
Хотелось бы очень увидеть их новый уровень. А какой там новый уровень, если там железо то же самое? То есть в чем новый уровень? Новый уровень чего? У Sony никогда не было какого-то там особого уровня. У продажных там, не знаю, тестов, у непродажных тестов. У Sony был просто всегда конский ценник, и все. У вас, Станислав, у скольких знакомых есть смартфон Sony? Какую долю рынка занимают бренд Sony в смартфонах? Ладно, Asus игровые, хотя бы как игровой можно рано или поздно продать. Honor там под какой-нибудь там, не знаю, сейл можно тоже будет продать. It is Но showtime. Sony за 100 тысяч, Let's серьезно. fight together. Ради того, чтобы посмотреть, как он ночью будет шумами снимать или без. Притом есть смартфоны, которые уже неплохо снимают. То есть вам интересно с точки зрения чего? Вам интересно с точки зрения интереса, правильно? Вы же не планируете его покупать. Его не купите, даже если там будет, не знаю, там какая-нибудь... Какая должна быть съемка, чтобы вы потратили 100 тысяч на Sony? Рентгеновские лучи? Может, я говорю, вы увидите у блогеров, если будут завозить какие-то магазины для того, чтобы продавать их в стоке, и потом будут раздавать кому-то, потому что никто в своем уме Sony не купит для себя. Ну, в моем понимании. Окей, ты можешь купить его потом со скидкой у кого-нибудь, кто покупал его на обзор, но сам себе, чтобы потом что? Не какая-то оболочка лучшая, самая оптимизированная, нет. Я ступил сейчас, конечно. Долго я так буду падать. И мне надо падать в какое-нибудь другое место, потому что там уже типа все. Я сейчас уже не с ботами играю. К сожалению, надо улетать подальше. Какой-нибудь сюда. Какую-нибудь такую штуку. Здесь даже будет какая-нибудь пистолетик какой-нибудь. Я сам был загоревшийся, а потом я реально, говорю, столкнулся с Honor ультимейтом, который у меня мертвым грузом. И еще много таких смартфонов, которые мертвым грузом. И как бы, ну не вариант. Так, включил. И все, погнали. Я вам даже больше скажу, если бы мне давал какой-нибудь магаз этот Sony, я бы тоже, наверное, не взял, потому что, ну, это как Oppo Reno, у меня 2 смартфона я купил, прогнал, а потом подумал, а кому они нужны реально? То есть я на них даже обзоры не делал. Это 7T вчера продал, еще какой-то реновский. Ну, то есть, проще говоря, как сформулировать? Я не на все делаю обзоры. Sony одна из тех вещей, на которую мне не хочется делать обзор, потому что у них я не поддерживаю их ценообразование. То есть они не стоят своих денег изначально в стоке. И... Опа, переключить. Куда-то я еду. Пока меня не убили. Так, и чего? Help! Есть все. Еще же где-то выстрелы. Самая простенькая броня, и можно воевать хоть чуть-чуть. Если брони нет вообще никакой. Oppo очень хорошие смартфоны делает. Да, но опять же, за те деньги, за которые наши пытаются продавать всякие Oppo, Realme, они хоронят просто на корню сразу девайсы. То есть наши бренд-менеджеры, которые здесь занимаются продажами этих великолепных смартов, Realme, Oppo, Vivo, мне кажется, они делают все для того, чтобы, ну, как бы эти бренды были ничем в Российской Федерации. И у них очень хорошо это получается, потому что нулевая узнаваемость. Мне кажется, для их бренда
там, допустим, того же Realme больше, чем ты, Дмитрий, и я, никто не сделал из всей их компашки. Ну, потому что абсолютно бесполезные типы, просто бесполезные. Даже если где-то они попадают, допустим, ну, ладно, не буду. В первую очередь, говорю, вопрос всегда ценообразования. У них оно бредовое, оно не соответствует вообще никак потребностям в РФ. Покупая, да, смарт, который сразу становится в 2 раза дешевле, я говорю про GT3, если он 80 штук будет, ты его продашь за 40. Ну, как бы, разумности здесь 0. 40 и 80. Так, а что тут такое интересное, эта штука? Я с ФАМАСом вообще ни разу не ходил. Понятия не имею, что это за штуковина. Звучит эпично. Может, и ходил, но мне кажется, нет. Байк есть сразу. N2 Flip официально вышел в России 90. Да, если 90, то берем X6 Pro и все. Еще остается очень много денег. Как говорится, офишали. Мне кажется, я здесь уже лутался. Нет. Еще 3 этажа. Романтика. Вот так вот непонятно куда прыгнул, и просто бегаешь, лутаешься и все. Вся твоя игра. Я не расстроен. Наша миссия проверить автономность, и мы ее таким образом тоже неплохо проверяем. Так, и здесь я где-то видел транспорт. Вон он. Байк. Ты, кстати, продал все, нет? N2 Flip, Дмитрий. Эти цены в глобале хороши для перекупов. Когда появляются эти ценники, такие, ну все, огонь. Так, где я нахожусь вообще? Я вот себя не вижу на карте. Я вообще в другой стране. Ну ладно. Погнали тогда по длинной дороге. О! Это уже приятнее будет. Здесь я уже полбака, по-моему, выкатал. Только сел. Непонятно, на чем держится. А соневское отделение убыточное, я не в курсе. Я говорю, я знаю, что, ну, как бы вот из моих знакомых его не покупает никто. Даже блогеры, которые собирались купить, уже не покупают. Может быть, потом купят. Это актуально, если у тебя есть камера Sony, и потом мобильник использовать вместе с камерой, наверное. Что это такое? Шопинг. О. Ничего не понял, ну ладно. Можно вторую броню поискать. Можно вообще броню поискать, а оружие другое. Ну, пока все плохо. Ну, ладно. Выставлять выбирают, но руки не доходят. Почему руки не доходят? Чем у тебя, Дмитрий, заняты руки, что у тебя они не доходят на продажу такого волшебного устройства? I need attachments. О, все.
You need attachments. Get attachments. Так, команду отключаем. Так, я здесь уже был. На ту сторону теперь. О! Только хотел сказать, что звук, как будто там кто-то есть. Опа. Раз. Ничего ж себе, почему так долго-то? Мечта вообще. Оружие просто мечты. Просто великолепный бот. Здесь вот бегал тип. Куда бы он успел сбегать? О, вижу. О. Почему-то какие-то странные боты пошли. Они же не должны убегать по логике. Или должны? Вообще какая-то лабутень. Что у нее там за броня была такая? Прям крейзи. Кто, по вашему мнению, является лучшим из 6 амбассадоров? Еще подождите. О! Не, ну вот это вот стопудово бот. В сообществе выбрали один из лучших амбассадоров, и меня выбрали. 3 из 6 человек поеду, и меня выбрали. Ничего не понял. Ну, в общем, тебя выбрали лучшим амбассадором, это я понял, правильно? Так, шапку я выбил, получается. 416 получше будет. Нет, вот это единственное, минику надо заменить. Как говорится, работаем. Да сейчас, если посмотреть на конверсию комментариев вообще, вот то, что народ делает, ну, я не знаю, ну, видишь, тут рука руку моет, это как с бренд-менеджерами. Они с кем-то
в десна долбятся прямым текстом, вот они с теми и работают. И все. То есть им же плевать на освещенность бренда, на то, сколько людей новых узнают, отношение к нему, уровень доверия. Им все равно. На теннис Уимблдон в Лондон. Круто. Какое отношение имеет теннис Уимблдон к Рилне? А, так ты поедешь, получается, на Уимблдон? Круто. Круто же ж. И... Ну, я говорю, они просирают бабки. Вместо того, чтобы эти бабки, блин, на 5000 дешевле сделать смартфоны, их больше народа покупало, они отмывают какие-то мутные схемы. По-любому там кто-то за билеты, кто-то еще что. Ну, какое отношение вообще, блин, вот это голосование имеет к большому теннису, Лондону и еще и визы Шенгена делать, да? Людям, которые не факт, что... Ну, это такая дичь какая-то лютая. Ладно. У всех в своей голове своя штуковина. И как это поможет бренду? Ладно, в Китай их отправили бы. Сделали бы рабочую визу, не знаю, там, показали бы производство. У всех своя история. Потому что я уверен, прям всем бы было интересно, если бы какой-то тип этот а почему? У тебя диплом в это время? Какой-то тип бы походил по заводу ОПА. Просто рассказал о нем. Хотя бы то, что можно. Там ничего, мне кажется, супер. Ну, там секретно, понятно, почти все. Но прям мега супер. Вряд ли. Так, а что здесь такое? Там какой-то тип едет. Можно ему на перерез поехать. Это наш, не наш. А, это не наш. Спасибо. Добрый день, привет. Спасибо. Вот интересно, это реально бот такой странный. Смотрите. Еще на тачке. Боты катаются же уже на тачках, да? Так, 200 метров. Окей. Ох ты, ёпта. Прикрываю. Где-то они здесь, да? А где они? О, вижу одного. Ну и ладно. Что, поднимет меня, нет? Прям момент истины. А вон еще тип. Тип идет там. Ничего себе, они с этим и играют, смотрите-ка. Интересно. Был тип, он отбегал. Ем кашку.
Все. Напишу им потом спасибо. Так может съездишь или досрочно диплом сдашь? Ну просто туда тоже бабки нужны, потому что если мне кажется, ты пустым туда поедешь, что это, на завтраке? Они уже как-то совсем активность проводят космическую, потому что я даже не знал об этом. Даже никто не скидывал. Ну ладно. Так. Двоечка здесь. ДГ тут. Да все, они уже убежали все. ДПшка. О. Уже. Он быстро его снял. Я даже увидеть не успеваю, а не то, что среагировать. Тип бедный, залутавшийся был под самый не балуйся. И наш такой тун-тун, пошел, снес полностью все. Да, отстань ты от меня, иди куда хочешь. Конечно, оставил. Еще живо 6 всего. Ну ладно, он меня поднял. Буду катать с ним. Вообще на скорости не гонит. Подлагивание небольшие, нет топлива. Зашибись. Побегал. Нет, Фил мне как-то год назад написал, или 2 года назад. Какой-то ему девайс нужен был, и все. И все. Я не помню из-за чего. Но ему уже все неинтересно, видите, я ему несколько раз, последний раз полгода назад, там 4 месяца назад давал часы. Вот, и все, он их там делал по 3 месяца. Я их потом еле продал, потому что они были убитые. Ну и так у него железок хватает. Более чем. Опа. А, нет, это мой. 5 человек. Хочет вместе кататься? Ну окей. Не принципиально. Что он делает? Интересный контент. Так что... Я молодец. Опа! Ох ты! Вот он. Красава. Сейчас я буду быстрее умирать, потому что это уже 2-й раз меня снесли. Живо 3, то есть 1 живой. Ну, я ему как наживка самый норм. Я даже говорил цвет.
Бегать, а нам не видно. Где типа? Ровно час 03. Так, 49. Было 50. Ой, 65. 15% в час. Ну, будем считать 15. Вообще жир. Яркость не сбросил, не нагрелся. Ну, я сейчас попробую при вас в Антуту зайти после того, как попрощаюсь. Что-то мне подсказывает, что тип где-то прячется. Точно не бегает по краям. Ага, он решил кататься, да? Чем-таки неразумно. Кататься надо в зону. Он достал по мне пытаться ехать. Что, он хочет со мной прыгнуть? Окей. Ладно, я согласен, с двумя стволами разумнее, чем с одним катать. О, там есть броня. Зона еще, кстати, большая. О! Прям приглашение. О! Да не успел бы он за спину зайти. Но тип прям по фэншую. Мне кажется, пытается по одному снять. Скорее всего, просто засел в здании и все. Может, как мы в травушке, в тени. Скорее всего, все закончится очень быстро. Может, по зоне, как многие делают. Опа. Это вообще бот.
Жесткий тиммейт. Жесткий тиммейт. Очень крутой тип, я бы сказал. Надо попытаться его добавить. Это ты, что ли, Тесай? Амика. Что мне не получилось. Знал бы он, что он будет на Ютьюбе, да? В итоге. Что же? И итого. Всем, кто хочет играть в PUBG не на максималках, я сейчас, кстати, покажу, какие были настройки. 15% в час. Лучшее, что я видел. С одновременным стримингом на Твиче, без перегрева и всего 446 тысяч. Высоко-высокое, никаких каких-то супер, конечно, штук не включено, но автонастройка графики тоже отключена, частота кадров высокая. И в целом, прям круто, я не ожидал. И стрим он вывез. Ну, были подфризывания легкие, но час я играл вообще без каких-то. Мне не понравился сенсор, но это уже другая история, и не всему быть идеальным. Подбородок и все остальное, об этом вы узнаете в ролике. Всем огромное спасибо, что пришли. Тесай, Дмитрий, Universal, Дмитрий Гордиенко. Попробую, кстати, заранее сдать диплом и все-таки слетать. Когда еще будет такая возможность? Если они тем более сами визу будут мутить. И пишем в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Огромное спасибо, что зашли, посмотрели. 15% в час, это круто. Сейчас я попробую с игрового процессора. Всем еще раз до свидания. Если получится, то мы сейчас еще зайдем в Antutu и посмотрите вы температуру. Потому что яркость он не сбросил. А насчет температуры покажет нам только Antutu. Если что, напишу потом в комментах. И пока не вылетел, 38-35. Ну что? Вот как мне его хейтить? Всем добра, девайс молодец.